Добрый день! Я хочу рассказать вам о нашей работе, как она строится, из чего состоит дизайн-проект, этапы работы над дизайн-проектом и немножко поговорить о наших преимуществах, почему я считаю, что с нами выгодно, приятно и хорошо работать. Наша работа начинается с знакомства с заказчиком. Для того, чтобы хорошо шла работа над проектом, нужно, чтобы было взаимопонимание. И кроме взаимопонимания нужно еще доверие. Доверие возникает после того, как люди попробовали и вместе поработали, повзаимодействовали. Поэтому я понимаю, да, что дизайн-студию дизайнера выбрать для заказчика довольно сложно, это ответственный шаг, потому что речь идет о собственном жилье, речь идет о большом сроке жизни, ремонт квартиры делается там, от полугода до нескольких лет, даже если это большой объект недвижимости. И с дизайнером идет тесное взаимодействие. Кроме этого, довольно высокая вовлеченность, высокий уровень ответственности, в том числе и материальной. Поэтому очень важно, чтобы вы чувствовали человека, чтобы вы ему доверяли. И то же самое со стороны дизайнера, работать с клиентом, которого ты не чувствуешь, которому ты не доверяешь, это просто каторга, пытка. И это очень тяжело, это вытягивает всю энергию. Поэтому важен контакт, важно позитивное взаимодействие, важно взаимопонимание. Вот. Что касается первого шага знакомства. После того, как мы познакомились и решили, что мы будем работать вместе над реализацией идей, над реализацией дизайн-проекта, нам нужно составить техническое задание. Для этого мы разработали бриф в Google формах, очень удобный, очень подробный. Несмотря на то, что он там на 27 страницах, заполнять его одно удовольствие, просто проставляя галочки. Когда у нас перед глазами уже есть бриф, мы можем его с вами обсудить, что-то уточнить. И это первая ступень, ступень лестницы, по которой мы будем в светлое будущее шагать. Дальше нам нужно сделать обмеры. К обмерам мы относимся очень серьезно. 80% ошибок настройки возникает обычно из-за того, что вот этот шаг был сделан недостаточно точно и подробно. Или не на том этапе. Вообще, по-хорошему, обмеры надо делать несколько раз, на разных этапах. Подробнее об обмерах по ссылке в описании. Я записал подробное видео о том, как правильно делать обмеры. Вот. В Москве мы работаем с профессиональной компанией, которая занимается обмерами. У них хорошее сертифицированное оборудование, высокий класс точности и высокий уровень детализации. После того, как мы сделали с вами, написали текст задания, мы помогли вам заполнить бриф, сами мы тоже внесли какие-то корректировки, у нас есть качественный, точный обмерный план, мы приступаем к созданию планировочного решения. Это наша любимая работа, и от качества этой работы зависит, наверное, 50, а то и больше процентов успеха. Это, по сути дела, архитектура, каркас всего проекта. И нельзя это недооценивать. Это очень ценная, важная услуга. Планировочное решение мы
делаем сразу в трехмерном виде. Это помогает нам избежать ошибок, сделать все точно и наглядно для заказчика. Внутри нашей компании мы делаем огромное, большое количество вариантов, наверное, все возможные, какие мы видим варианты. Но заказчику высылаем финалистов. Самые удачные, максимально соответствующие требованиям, техническому заданию. Обычно это 2-3 варианта, потому что рассматривать десятки вариантов для заказчика, тем более те, которые мы отвергли, заказчику лишняя работа абсолютно. Для того, чтобы заказчик понимал, почему мы сделали то или иное решение, почему мы выбрали такое расположение мебели или другое, мы записываем подробное видеоразъяснение. Его интересно смотреть, и в общем-то, оно вместо проектировщика, вместо дизайнера отстаивает те идеи, которые мы считаем удачными, и объясняет, разъясняет заказчику. Следующий шаг – это финальное планировочное решение. Заказчик выбирает из каждого из вариантов мебель, какие-то группы, какие-то удачные решения, иногда целые комнаты, иногда целые узлы, которые ему нравятся, которые его устраивают. Допустим, из одной планировки заказчик выбирает гостиную, из другой спальню, из третьей санузлы. И потом мы комбинируем это в один удачный вариант. Когда планировка подходит к финалу, она согласована, переходим к следующему шагу. Работа с аналогами – это для заказчика, наверное, самая интересная, увлекательная часть работы. Как мы работаем с аналогами? Наверняка у вас, если вы думаете о работе с дизайнерами, если вы хотите сделать красивый интерьер, вы смотрите в интернете интерьеры и сохраняете те, которые вам понравились, пытаясь понять, в каком стиле вы хотите дизайн, что вам нравится, что не нравится, обсуждаете это с супругом или супругой. Вот. И эта как раз работа очень важна. И вы ее делаете не зря, и она очень полезна. И первым шагом при работе с аналогами как раз является то, что вы высылаете те картинки, которые вам нравятся, которые вам импонируют, ближе всего по стилю, по цвету, по характеру или по каким-то другим параметрам. Вы присылаете нам эти изображения с комментариями, что именно понравилось на каждом изображении. Мы, в свою очередь, делимся с вами нашими подборками уже в тех границах стилевых, которые мы увидели, которые обозначились. Например, если вам нравится классический стиль, мы вам не будем присылать подборки с современным стилем или с лофтом. Мы на протяжении всей нашей практики формировали коллекции на Пинтересте, на каких-то своих компьютерах, тех интерьеров, которые нам нравятся, которые нас вдохновляют. И на этом этапе важная задача обсудить как можно больше аналогов. Мы их называем референсы. Вы присылаете нам то, что вам нравится, мы присылаем вам картинки, которые нам нравятся, и потом мы высылаем вам своеобразный бриф, в который мы вставляем те картинки, которые имеет смысл обсуждать с вами, с рядом вопросов. Допустим, вот у нас кухня и список, что понравилось в этой кухне, например.
кухонный гарнитур, световое решение, напольное покрытие, расположение мебели, светильники и так далее. То есть вы можете поставить напротив этого пункта галочку, и мы будем знать, уже будем понимать, что именно заинтересовало, и через это обучение мы начинаем смотреть вашими глазами, подстраиваться под вас, настраиваться на ваше восприятие. И это главный результат вот этой работы с аналогами. Он очень важный. Если дизайнеры его проводят не в полной мере или не обсуждают уже подробно и детально, что именно там понравилось, то потом работа идет хуже. Им приходится методом проб и ошибок что-то предлагать заказчику, получать обратную связь, вносить корректировки, и на это тратится много времени, и при этом теряется доверие. Как работает доверие? Доверие – это когда другой человек оправдывает ожидания. Вы ожидаете от дизайнера, что он будет вас слышать, что он будет вам давать то, что вы хотите получить, что он глубоко изучит и поймет ваши потребности и не будет вам предлагать то, что явно вам не нужно, то, что вам явно не нравится, там, где срабатывают триггеры негативные. Например, зная, что вам не нравится, к примеру, зеленый цвет в интерьере, что вам не нравится, ну, я к примеру говорю, конечно, зеленый цвет, он прекрасен, и бывают разные оттенки зеленого. Ну, бывает, что заказчику там не нравится, к примеру, белая кафельная плитка, которая ассоциируется у него с больницей, холодное освещение с операционным залом. Да? И если мы будем такое предлагать, то несмотря на весь наш профессионализм, на качество дизайна, да, мы будем получать от заказчика негативную обратную связь, и будет теряться доверие. Доверие теряется, когда люди друг друга не слышат. И на обсуждение аналогов очень важно услышать и понять своего клиента. Все, тут мы закончили. Это я вам рассказал немножко, объяснил. Дальше мы приступаем к самому сложному, самому интересному, самому показательному, наглядному, то, что все понимают. И то, что в 21 веке является просто вершиной достижения вот этой дизайн-индустрии. Это трехмерная визуализация. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Наши предки, зодчие, древние дизайнеры, они представляли заказчику результаты своей мозговой активности в виде рисунков, эскизов, огромных там планшетов с начерченными тушью или там чем-то еще интерьерами, да, и это всегда подача была очень условная. Требовалось подключать воображение и красноречие, подключать в том числе и доверие к специалисту для того, чтобы, в общем-то, понять, соответствует ли то, что вам показывает специалист, соответствует ли это вашим ожиданиям. Хотите ли вы жить в таком жилье? Поверите ли вы в эту идею или нет? Сейчас все совсем по-другому. Сейчас визуализации, это картинки, которые как раз показывают, как будет выглядеть в результате интерьер, помещения, да, они настолько стали реалистичны, настолько стали убедительные, что в этом как бы появились даже некоторые минусы. Это очень понятная, наглядная вещь. Ну, еще более понятная и наглядная, наверное, было бы там видео и виртуальная реальность, но это уже совсем избыточно. Конечно, сейчас есть все эти технологии, можно сделать там 3D-туры,
по интерьеру и сделать визуализацию для очков виртуальной реальности. Такую визуализацию мы уже делали в 2005 году. То есть эта технология, в общем-то, сейчас шагнула еще далеко вперед, никакой проблемы нет. Просто это избыточно. Эти вот трехмерные визуализации, которые мы сейчас сделаем, они очень убедительные, и они очень продающие, достоверные, и они, в общем-то, очень детально и подробно показывают, что заказчик в результате получит. Это всем понятно, и заказчики готовы уже высказываться и обсуждать эти визуализации, потому что тут любой человек может сказать, хочет он в таком интерьере жить или не хочет, или что-то его тут смущает. Вот. И это как раз и минус. Потому что все равно, как бы красиво не выглядела визуализация, там есть доля условности. Это все равно, во-первых, выхолощенный интерьер, а это значит, что там нет каких-то ваших вещей, нету каких-то деталей. Все равно есть доля условности. Это как интерьер с обложки журнала. То есть то, что печатают на обложках журнала, не соответствует тому, что на циане потом выставляются фотографии реального жилья. И вот еще один минус этой визуализации в том, что красота визуализации, она отвлекает от красоты дизайна. Может быть визуализация очень условная, а дизайн быть прекрасен, и результат будет прекрасный. И наоборот. Визуализация может быть очень убедительная, атмосферная, с проработкой всех фактур, деталей, а сам дизайн слабый. Вот. Тут важно не обмануться и смотреть немножко глубже, чем просто красивая картинка получилась или нет, убедительная или нет. Вот. После это я вам рассказал, в общем-то, теоретически, да, обобщенно. Да. А на практике как получается? На практике получается так, что перед тем, как делать визуализацию, мы делаем коллажи на основные помещения. Мы это делаем для того, чтобы прицелиться поточнее и чтобы утрясти полностью и согласовать концепцию, потому что вносить изменения на трехмерной визуализации — это долго, это сложно, это требует времени, это нельзя сделать в реальном времени. Коллажи — это хороший помощник для дизайнеров, потому что он позволяет быстро, гибко обсуждать разные варианты декорирования, разные варианты мебели, разные варианты цветового решения с заказчиком. Мы делаем коллажи на основные помещения. Они уступают трехмерной визуализации, но все равно остаются довольно наглядные. Понять, что как сочетается в интерьере, по ним можно. Ну, например, мы делаем коллаж кухни-гостиной. Большое общее помещение. На этом коллаже видно цветовое решение, видно пространство, видно объем. И видна сама мебель, как она в этот интерьер вписывается, как создается стиль, настроение. И тут мы можем в процессе живого обсуждения с заказчиком менять цвет, менять какую-то мебель, смотреть сразу, какая мебель и светильники стоят, какие-то подбирать аналоги. Это хорошая, оперативная, быстрая работа. Это позволяет нам прицелиться, это позволяет нам настроиться и уже отработать четко концепцию, которая потом будет транслироваться на весь интерьер, на все остальные комнаты. Потому что хороший дизайн, он предполагает общие приемы, какую-то унификацию. И если мы подбираем двери на этих коллажах, если мы подбираем плинтуса, подбираем освещение,
то в других помещениях мы тоже его будем использовать. В нашей дизайн-студии работу координирует арт-директор. И как раз арт-директор работает с коллажами. Он выдает дизайнерам-визуализаторам работу в виде коллажей. Планировочное решение, коллажи и ссылку на 3D-модели, если эти 3D-модели уже есть существующие. И это помогает сделать интерьер равномерным, сделать интерьер цельным, даже если над ним работает несколько дизайнеров. А от этого очень сильно зависят сроки и качество, потому что если мы говорим о квартире небольшой, 30-70 метров, над ней, конечно, работает обычно один дизайнер, и он все держит в голове, у него получается цельная единая картина. А если речь идет о квартире 150, 200, 300, 500 метров квадратных, там в работу вступает много специалистов, их нужно координировать, нужны коллажи, которые описывают общую стилистику, общие стандарты, выбранные стилевые решения и так далее. То есть это как своеобразный такой бренд-бук, если проводить аналогию с графическим дизайном, с маркетингом, да, это коллажи — это своеобразный бренд-бук для объекта недвижимости. Когда мы с заказчиком обсудили на этом коллаже уже какие-то более тонкие детали, приемы, концепции, мы приступаем как раз к любимому делу каждого дизайнера и заказчика — это визуализация. Многие заказчики даже так и формулируют задачу, что нам нужны от вас картинки. Вот это как раз те самые картинки, которые нужны. Но до них нужно еще дойти. Нельзя сделать картинки, если нет продуманной хорошей планировки, если нет хорошего, точного понимания того, что нужно заказчику, что ему нравится, что ему не нравится. Важно понимать тоже, что им не нравится. Вот. Сколько занимает времени визуализация? То есть это самое долгое вообще во всем дизайн-процессе. На визуализацию одной комнаты уходит в среднем 2-3 дня. Это без учета правок. Мы стараемся исключить или минимизировать правки. Именно для этого вот вся подготовительная работа и нужна, чтобы не утонуть в этих правках, потому что когда делаются правки, часто забывается какая-то общая нить повествования, общая концепция и стратегия. Когда мы закапываемся в детали, мы часто теряем общее видение. И интерьер может потерять свою свежесть, естественность и такую размашистость, которая свойственна хорошему дизайну. Да? Хороший дизайн должен выглядеть так, как будто он делался легко, без напряжения. Хотя часто за этим стоит серьезная такая работа и перебор большого количества возможных вариантов. Но должно это выглядеть свежо всегда. Вот. Что касается визуализации, она занимает по времени обычно, наверное, половину времени от всего процесса по созданию дизайн-проекта. Если весь дизайн-проект у нас занимает в среднем 3 квадратных метра в день, если мы считаем, то проект для 100 квадратных метров будет занимать примерно 30 дней календарных.
то из этих 30 календарных дней 15 дней будет как раз визуализация. Но это при условии, что над визуализацией работает несколько специалистов. Если будет работать один дизайнер, конечно, это будет больше времени занимать. Вот. И какой порядок работы с заказчиком над визуализацией? Мы, допустим, начали эту работу, отдали коллажи в работу дизайнерам-визуализаторам, вносим правки, и примерно недели через 2 у нас набирается какой-то объем этой работы, ну, допустим, или делаем уже всю квартиру, все помещения визуализации, или половину квартиры, все зависит от размера. На каждую комнату у нас идет несколько ракурсов по визуализации. И вот через 2 недели эти 10, 20, 25 картинок даже мы высылаем заказчику. Конечно, для него это тоже большая работа, все просмотреть и сформировать какое-то мнение и внести какие-то корректировки. Для того, чтобы было заказчику легче, понятнее, мы тоже записываем видеопрезентацию и объясняем, почему выбрано было то или иное решение, отстаиваем свой дизайн. Потому что за каждым решением дизайнера стояла какая-то мотивация, стояла какая-то мысль, есть какое-то обоснование. И если это не проговаривать, если это не объяснять, то заказчик может что-то не оценить или может увидеть проблему там, где уже нет проблемы, а есть ее решение. Очень важно отстаивать то, что ты делаешь, объяснять и отстаивать, иначе многие полезные, хорошие вещи окажутся, скажем так, на обочине дизайн-процесса. Вот. Как правило, в нашей дизайн-студии согласование визуализации проходит легко и приятно. Не всегда так было. Мы научились проходить этот путь, скажем так, хорошо и достойно, и с удовольствием. После того, как мы согласовали визуализацию с заказчиком, прошли самый тяжелый, трудный период, мы переходим уже к чертежам. Чертежи, они делаются независимо от заказчика, то есть это такой черный ящик, где варятся эти все чертежи. Кроме одного чертежа. Этот чертеж электрика. Точнее, мы его называем схема расположения электрооборудования. Это не технический чертеж, то есть там не указывается толщина сечения, не показываются все провода, все траектории, скажем так, прокладки кабелей, не показываются все распределительные коробки, не считается нагрузка. Но тем не менее этот чертеж самый сложный в дизайн-проекте. И там указываются, во-первых, группы освещения. Что такое группа освещения? Это освещение, оно разбито на, скажем так, категории, на отдельные кучки, да? И каждая группа, она включается с какого-то определенного выключателя или переключателя. И они, светильники включаются не поодиночке, да, а может в этой группе включиться сразу там 10 светильников, 5 светильников, сколько угодно светильников, если они в единой группе. И к этой группе ведет какой-то выключатель или переключатель. Вот. То есть, по сути дела, схема расположения электрооборудования, она включает в себя логику сценариев освещения. То есть у освещения есть определенный сценарий. То есть как мы им пользуемся. Например, поднимаясь по лестнице на 2-й этаж дома, нам бы хотелось, чтобы
подсветка ступеней включалась по датчику движения. И это тоже сценарий. Что такое сценарий освещения? Сценарий — это ситуации, в которых мы пользуемся разными, скажем так, алгоритмами, по которому включается и выключается освещение. Например, приведу пример. Мы поднимаемся, когда на второй этаж дома, двухэтажного, к примеру, да, нам бы хотелось и было бы удобно, если бы подсветка ступеней включалась бы по датчику освещения. Это и есть сценарий. Или мы хотим включать свет в гостиной при входе в прихожую или наоборот при выходе из прихожей, да, а выключать уже его в другом помещении, там, в другом коридорчике каком-то. Для этого есть проходные переключатели. Или мы включаем свет в спальне при входе, выключаем с кровати. Это тоже сценарий. И эти сценарии, они очень сильно зависят от стиля жизни, от привычек хозяина. И они могут очень сильно облегчить жизнь. Это, по сути дела, как такая компьютерная программа, которая описывает жизненные сценарии человека. То есть свет должен включаться удобно в тех местах, где удобно, он должен выключаться, когда он не нужен. И это довольно такой сложный алгоритм. И это касается не только освещения, это касается и любой электрики. Это касается розеток, выключателей. Розетки тоже должны оказываться в том месте, где они нужны. Где мы подзаряжаем телефон обычно, там должна быть USB-розетка и так далее. Сначала мы делаем схему электрики на свое усмотрение, также записываем подробное, понятное видео, потому что чем сложнее чертеж, тем понятнее должно быть разъяснение. Высылаем заказчику. Заказчику тоже нужно время это все осмыслить, понять, вникнуть. Он же не сталкивается, как мы, с этим через день, да, каждый день. И дать ответ. Обычно ответ такой, что где-то, пожалуйста, добавьте розеточку, где-то убавьте, тут группы объедините, тут эту. Ну, в общем, какие-то правки все равно есть. И в основном эти правки, наверное, касаются каких-то сценариев, которые мы не учли. Например, муж просыпается раньше жены, и ему нужно одеться таким образом, чтобы не разбудить жену. И тут тоже задачка решается с помощью сценариев освещения. Вот. Это что касается схемы электрооборудования. То есть мы ее обязательно проговариваем, обсуждаем с заказчиком, присылаем ему на согласование. И дальше уже остальные чертежи мы делаем без заказчика. После того, как мы сделали этот альбом чертежей, мы берем время на проверку. Как минимум, это занимает, для маленького проекта дня 4. Обычно проверка может занимать неделю, даже и 2. Проверяет несколько специалистов. Я лично всегда проверяю чертежи. Проверяю их по чек-листам, которые я написал за все годы своей практики. То есть по списку частых ошибок. То есть все ошибки, какие были на стройке, я все их записывал, логировал, документировал. И каждый проект я смотрю, чтобы не было тех ошибок, которые раньше были допущены. После того, как прошла проверка, мы эти ошибки исправляем, потом присылаем этот альбом чертежей строителям на обсчет, чтобы они сделали смету, чтобы они посчитали. Строители, чтобы сделать смету, нужно проект очень внимательно изучить. Невозможно сделать смету, поверхностно глядя на проект, потому что там нужно посчитать все объемы. Каждый выступ, как говорил мой преподаватель, каждая линия на проекте стоит каких-то денег.
Любая линия стоит каких-то денег. И вот надо все линии эти оценить строителю в деньгах. Для этого нужно очень внимательно посмотреть проект. И когда строители смотрят проект очень внимательно, они находят тоже или ошибки, или у них возникают какие-то вопросы, или какие-то предложения. Например, последний раз, когда я присылал строителю наш проект на просчет, на осмечивание, он обратил внимание на то, что электрощитков будет больше, чем мы в проект внесли. То есть будет еще слаботочный щиток для видеонаблюдения, и для него как раз в проекте места не было предусмотрено, и мы стали вносить корректировки, то есть стали искать место, куда этот щиток добавить, куда его перенести. Вот это тоже была правка такая полезная. То есть строители, когда задают вопросы, или он мне задавал вопросы по закладным для лестницы. Я эти вопросы переадресовал специалисту, кто будет лестницей заниматься. Он меня заверил, что тут закладных таких специальных не нужно, но тем не менее мы на всякий случай в проект добавили эти закладные. Потому что сегодня лестничник один, завтра, значит, решим работать с другими специалистами по лестницам, и они скажут, а нам вот именно эти закладные понадобились. И все, и что делать? А если они не заложены, то их уже сложно будет добавить. Вот, и вот эти все тонкие, слабые моменты в проекте, они все подсвечиваются на этапе создания сметы. Но это тоже еще не конец истории по проверке чертежей. После того, как смета готова от строителей, я начинаю проверять уже эту смету. И чтобы ее проверить, ну, не поверхностно, не формально, не для галочки, а проверить, чтобы быть уверенным, что да, тут все в порядке, тут проблем никаких не возникнет. Я проверяю смету, а это значит, что я заново составляю второй раз смету. Я проверяю все позиции, все ли работы учтены, ну, по этапам выполнения строительных работ у меня они тоже все продуманы, прописаны. Потом я проверяю технологические цепочки, тоже по всяким техкартам. Ну, все ли там шаги сделаны, все ли объемы правильно посчитаны. И когда я эту смету делаю, получается, сам с нуля и сверяю ее с тем, что сделал строитель, я тоже нахожу какие-то недочеты, неточности или отсутствие какой-то важной информации в проекте. И, как правило, эта уже информация, она попадает в пояснительную записку. Я вижу слабые тонкие места проекта, я вижу какие-то вещи, которые надо описать, последовательность действий поточнее. И проект уже шлифуется на этом этапе. То есть там уже грубых ошибок не возникает, но возникают моменты, которые можно улучшить, оптимизировать. И вот после этого, после того, как проделана вся эта работа, мы присылаем этот альбом чертежей с визуализацией, с ведомостью отделочных материалов. Ну, про это я хотел бы поговорить отдельно и чуть-чуть позже. Мы присылаем заказчику. Заказчик видит уже стоимость строительных работ. Заказчик уже видит стоимость чистовых и черновых материалов. По сути дела, заказчик видит стоимость, сколько ему будет стоить реализация проекта. И у него в руках есть инструкция, как этот проект реализовать. Подробная, пошаговая, детальная. И в этом ценность как раз нашей работы. То есть человек получает в руки инструмент для того, чтобы свои пожелания, которые на уровне технического задания были сформулированы, он теперь точно знает, как это все реализовать. Конечно, сам заказчик, может, и не сможет это все построить, да, но
хорошие квалифицированные специалисты, которые умеют работать с дизайн-проектами. Они возьмут этот проект и построят все в точности, как будет на проекте, при условии, что будет авторский надзор. И вот как раз мы подошли к важному моменту, в работе вообще над дизайном. Это авторский надзор. В чем заключается авторский надзор? Ну, ключевые слова какие? Автор и надзор. Почему это слово ключевое «автор»? Потому что только автор знает досконально проект. Он видит картину в целом. Он знает, почему каждая деталь находится в том месте, в котором она находится, имеет ту форму, качество и содержание, которое она имеет. И он надзирает. А надзирать значит контролировать, значит влиять, да, смотреть, изучать, сравнивать. Он контролирует, чтобы то, что было заложено в проект, соответствовало тому, что реализуется. Реализуется, я имею в виду, как воплощается, как становится материальным и реальным вот эта инструкция. Проект — это инструкция. Все ли делается по инструкции? Все ли делается так, как было задумано? Вот. Это я сказал обобщенно. Но тут нужно внести несколько уточнений. Вот. Дизайнер — лицо самое заинтересованное в дизайн-процессе. Для него иногда даже важнее, чем для заказчика, реализовать проект один в один, со всеми деталями, идеально. Потому что от этого зависит то его будущее, какие он будет получать впоследствии проекты. Потому что для дизайнера источник интересных, хороших проектов — это его портфолио. Если в портфолио классные, отличные интерьеры, тогда к нему приходят заказчики за такими же интерьерами. И дизайнер творчески и профессионально растет, и проекты становятся все интереснее и интереснее, и дизайнер от этого получает, в общем-то, все блага и реализацию полностью. Поэтому трудно себе представить дизайнера, который бы безразлично относился бы к результату своей работы. Такие дизайнеры, ну, вот эту вот проверку эволюции не выдерживают. То есть они перестают очень быстро быть дизайнерами. Или работают в суперэконом-сегменте, там, где требования максимально низкие, лишь бы было это недорого. Ну, это дизайном можно с натяжкой уже называть. К чему я это говорю? К тому, что дизайнеры склонны набирать на себя ответственность, а заказчики склонны перекладывать ответственность на дизайнера как на самую сильную часть цепочки, как на сильное звено цепочки. Потому что не безразличные люди, заинтересованные в результате, это хорошая основа. Это человек, на которого можно положиться, который будет так же требовательно относиться, как и ты, который будет бороться за результат, отстаивать результат, который не будет идти на компромиссы в тех случаях, когда страдает дизайн, когда страдает качество, он будет все-таки искать выход, как добиться лучшего результата. И тут дизайнеры наступают на грабли. Почему? Потому что в организации любого процесса есть распределение ответственности, есть зоны ответственности и есть какие-то управленческие рычаги, которые не могут существовать без контекста ответственности. Что я имею в виду? Например, если заказчик ждет от дизайнера и поручает ему контролировать качество производства работ,
в этом случае дизайнер берет на себя функции прораба, берет зону ответственности прораба. А это значит, у него должны быть управленческие рычаги. Как то? Да? Штрафовать строителей за ненадлежащее качество. Увольнять строителей за ненадлежащее качество. Возможно, даже поменять бригаду отделочников, да, если они будут выполнять ненадлежащее качество. То есть, это финансовые какие-то должны быть рычаги, потому что нельзя что-то контролировать, не имея никаких рычагов воздействия. Да? Нельзя сделать дизайнера ответственным за качество, если он на это качество не может влиять всеми возможными способами. Да? То есть надо понять, что в зону ответственности дизайнера входит. И это всегда прописывается в договоре на авторский надзор. Там также прописывается, что кроме того, что дизайнер не контролирует качество, этим должен заниматься мастер настройки, прораб, технадзор. Да? Дизайнер также, кроме того, что не контролирует качество, он не осуществляет приемку чистовых отделочных материалов, мебели, оборудования, светильников. Эта услуга большая, отдельная, с высоким уровнем ответственности, в том числе и материальным. Да? И это не авторский надзор, это организация процесса строительства, менеджмент стройки, это представительство заказчика, это что угодно, но не авторский надзор. Дизайнер, он не осуществляет приемку товаров. Дизайнер не контролирует качество. Что же тогда делает дизайнер? Дизайнер приходит на стройку, нельзя сказать, что там раз в неделю или 2 раза в неделю. Да? Он приходит на стройку тогда, когда он там нужен. И это обговаривается заранее. Вообще, мое мнение, что дизайнер приходит на стройку для того, чтобы принимать какие-то этапы. Эти этапы тоже в виде приложения описаны в договоре на авторский надзор. И дизайнер приходит в такие ключевые моменты, когда требуется состыковать смежников, когда требуется проконтролировать какие-то тонкие места. Тоже этот список обычно я готовлю заранее, когда и что я буду контролировать. И дизайнер приезжает на стройку, когда возникает какая-то нештатная ситуация, которая требует его участия. Большинство вопросов, таких требующих участия дизайнера, они решаются по телефону. Дизайнер консультирует строителей, отвечает на их вопросы, и выезд, он далеко не всегда нужен. Тем более сейчас у каждого строителя в кармане есть телефон, можно выйти по скайпу, по зуму, по любой связи, выйти на связь, он покажет узел, дизайнер ему ответит. Дизайнер — это человек, который лучше всего знает свой проект, он знает каждую деталь и может... И он задумывался над каждой деталью, что очень важно. И он, скорее всего, сможет ответить довольно оперативно на любой из вопросов. Вот, то есть дизайнер, он на стройке появляется, когда он нужен. И что он делает? Правильно. Он, кроме того, что отвечает на вопросы строителей, строитель может, скажем так, ему потребуется пояснение к чертежу. Да, он какие-то вопросы, что-то он не понял, или он боится, что он неправильно трактует. Но неважно, почему вопросы возникают, на них надо отвечать. И дизайнер сверяет, все ли идет по плану, все ли идет по проекту. Берет, принимает этап, смотрит, на тех ли местах расположены светильники, на тех ли местах расположены выключатели, соответствуют ли размеры стен тому, что указано в проекте. Вот. И часто дизайнеры, да, совершают такую ошибку новичка. Это связано, наверное, с мягкостью многих людей. Они начинают проект подстраивать под реальность. То есть на стройке строят не по проекту, что-то добавляют, что-то убавляют. В общем-то, делают так, как им удобнее, а дизайнер потом корректирует проект, потому что получилось. Потому что если не контролировать проект, то есть не
Не корректировать, если проект, не вносить эти изменения, в итоге проект перестанет быть проектом, потому что накопится ком несостыковок, и уже исходить из проекта будет нельзя, потому что реальность настолько будет отличаться от проектной, что проект потеряет весь смысл и вес, и проект станет не проектом, то есть он полностью обесценится. И чтобы этого не происходило, мягкие дизайнеры, они подстраивают под реальность проекта. Ну, это меньше из зол, конечно. Если самое большее из зол, это когда проект перестает быть проектом. Но все-таки есть выход лучше. Этот выход – это отстаивать проект, это добиваться того, чтобы все строилось по проекту. Сражаться за него, отстаивать, бороться. Если проект хороший, а нужно делать именно хорошие проекты и не делать плохих, то имеет смысл за него бороться и отстаивать. Если ты в нем уверен, ты будешь отстаивать позицию, что все должно быть по проекту. И заказчик тогда получает прогнозируемый результат, и в этом большая ценность. Потому что прогнозируемый результат – это прогнозируемый бюджет, прогнозируемое качество, все остальные параметры. Заказчик, по сути дела, получает то, что хотел. Это вкратце я рассказал вам про авторский надзор. Сейчас я хочу поговорить про комплектацию. Как только мы приступили к нашей работе, мы сразу же одновременно и приступили к комплектации, потому что дизайн-проект – это не что-то абстрактное, это максимально подробная и конкретная инструкция. И каждый объект имеет свое имя, имеет свой артикул, имеет свою цену, имеет свои размеры, габариты поставщика, производителя и другой перечень характеристик. И когда мы сдаем заказчику проект, мы его сдаем в максимальной степени прожарки. Это значит, что все позиции по этому проекту или большинство позиций уже подобрано. Это значит, что мы все выбрали. И это очень удобно, и это очень хорошо, когда все элементы интерьера подобраны и известна их цена. И это понимают поставщики, это понимают производители, и поэтому они понимают, какое значение имеет дизайнер вот в этой вот пищевой цепочке продажи их товаров и услуг. И поэтому, если дизайнер там работает 10, 15, 20 лет в своем бизнесе, у него возникает сеть контактов поставщиков, которые дают ему очень хорошие условия, очень хорошие скидки на свою продукцию, на плитку, на светильники и так далее, на декоративные штукатурки. И эта скидка означает то, что если заказчик будет покупать через посредничество дизайнера, то у него будут очень хорошие условия. Дизайнер на этом тоже может заработать, но скидка, которую получит заказчик, она будет все равно больше, чем ту скидку, которую бы он смог получить без дизайнера. И это значит, что он купит в итоге товар дешевле. И это выгодно, и эта экономия на большом проекте может быть очень существенной, может полностью окупать расходы на дизайн-проект. То есть эту опцию многие люди недооценивают, многие не доверяют дизайнерам в этом вопросе. Многие заказчики не доверяют дизайнерам в вопросе комплектации. Это понятно, я лазил по форумам всяким и смотрел, как высказываются люди по поводу комплектации объектов дизайнерами. Это, конечно, очень расстраивает, потому что если дизайнеры работают профессионально, прозрачно, честно, в интересах клиента, клиент получает очень большую ценность при работе с дизайнером. Большие, хорошие скидки, хороший менеджмент, проверенных
поставщиков, четкие, внятные сроки поставки. То есть одни большие сплошные плюсы. Дело в том, что самое ценное, с моей точки зрения, это время. Время – это ресурс, который нельзя купить, который нельзя восполнить. И поэтому имеет смысл серьезно относиться к временным издержкам. И когда стройка длится дольше того времени, сколько она должна длиться, это всегда потери. Это потери времени, того времени, когда ты мог бы жить в комфортных для себя условиях, в своей удобной, комфортной квартире, вместо этого ты живешь на съемном жилье или не в тех условиях, которые тебе комфортны. Эти временные издержки, они, как правило, соседствуют и с финансовыми потерями. А на временные издержки стройка почему длится долго? Потому что цепочки поставок не соответствуют этапам производства работ. Например, каких-то объектов, каких-то материалов на стройке нет в то время, когда они нужны. Пришло время, пришел этап монтировать светильники, светильников нет, и они тормозят, допустим, монтаж потолочных конструкций. И таких примеров огромное количество. Я слышу это каждый раз от строителей. На любом сложном объекте строители жалуются о том, что они ждут, когда придет материал. Вот последний раз разговор был, строитель рассказывал, что там 13 января они ждут какой-то синий гипсокартон из Москвы. Вот. И говорит, я не верю в эту дату, она какая-то странная, 13 января на празднике вроде попадает, вряд ли придет. И вот они теперь ждут этот гипсокартон. Он не оказался на стройке в нужное время, в нужном месте. И стройка простаивает. Специалисты уходят на другой объект, там застревают, их потом ждут, когда они вернутся. В общем, происходит разлад. И происходят проблемы на стройке. Поэтому, когда дизайн-студии поручается комплектация, если он эту комплектацию согласовывает с этапами строительных работ, если у него проверенные поставщики, с этими поставщиками он может договориться, что какая-то продукция на складах у этого поставщика будет находиться там какое-то время бесплатно, да? И он доверяет тем словам менеджера о сроках поставки, он знает, что эти сроки поставки будут выдержаны. Это гарантирует, что на стройке не будет простоя. Это гарантирует, что весь механизм этот будет работать исправно, не будет заклинивания его. А это значит, и заказчики, и строители, и все заинтересованные лица не потратят лишних сил, лишних ресурсов и не перегорят на этой стройке. Потому что это сложный, тяжелый процесс, и даже есть такая поговорка, что один ремонт, он по разрушительным действиям равен одному пожару. То есть это очень трудозатратная, очень дорогая штука. Если она неправильно организована, она способна пошатнуть благополучие многих людей. Ну, я не буду вас пугать, вообще для нас стройка, конечно, это приятный, простой и понятный процесс, который мы любим, в котором мы чувствуем себя как рыба в воде. И мы не разделяем этих всех тревог и опасений, что стройка это тяжело, сложно. Стройка это интересно, это то, что нам нравится. То, с чем связана вся моя жизнь. Ладно, перейдем от лирики к практике. Комплектация очень важна. Комплектация, она не может существовать без доверия, потому что в комплектации заложены большие прибыли, большие расходы, то есть много денег заложено в комплектации, и без доверия, конечно, никому ты не поручишь эту комплектацию. Что я предлагаю сделать?
это же доверие не берется из ниоткуда, оно берется из опыта взаимодействия. Я предлагаю доверить нам, такой сделать небольшой тест-драйв, доверить нам комплектацию какой-то одной позиции. Ну, допустим, чтобы мы выбрали какую-то позицию, там, двери, плитку. И вы посмотрите, насколько вам это будет выгодно, насколько хорошая цена будет та, которую предложат наши поставщики с учетом скидок. Вы увидите, какой менеджмент мы осуществляем, как это все работает. Увидите, сможете понять, оценить, стоит ли нам доверить комплексный подход к комплектации и вообще ко всему дизайн-процессу. Или вы возьмете этот вопрос на себя. Те, кто нам доверили комплектацию, они об этом не пожалели, они очень много сэкономили на этом. Эти кейсы я могу предоставить, и это все не секрет. Вот. Что касается комплектации, я еще хотел бы сказать один момент. Да. Есть позиции большие, это плитка, это кухонный гарнитур, то есть такие дорогостоящие большие объемы. И все дизайнеры, они, конечно, стараются принять участие в этом. Но есть позиции, которые часто дизайнеры, которыми пренебрегают. Это вазочки, декор, посуда, ковры, шторы, аксессуары и так далее. Этих элементов огромное количество, просто тьма. И их заказчики покупают уже на протяжении, может быть, многих лет после того, как они заселились в эту квартиру или дом. И тут тоже есть место для нас в этом процессе. Потому что очень легко интерьер испортить мелочами и деталями. Я много раз видел эти истории, когда заказчики заезжают в интерьер, который соответствует полностью нашему представлению, трехмерной визуализации, он с точки зрения дизайна безупречен, а с годами он наполняется какими-то деталями, какие-то там гербы на стенах, аквариумы, какие-то детали, фотографии неуместные и какие-то вещи, которые, они всегда в интерьерах появляются, это нормально, но их можно было бы сделать лучше, если бы спросить совета дизайнера. И всегда бывает обидно какой-то мелочью, такой когтеточкой для кошки или домиком для кошки, когда портится такая серьезная, большая дизайнерская работа, которая действительно на самом деле очень длительная, очень сложная, очень ценная, и которая в большинстве случаев остается за кадром и остается недооцененной. Заказчики оценивают нашу работу кожей, когда начинают жить в этом интерьере. Тогда все становится понятно. Они понимают, в чем ценность, они понимают, насколько глубоко и хорошо все продумано, насколько классно, как все сшито под них. Это как обувь, сшитую на заказ под вас, ты чувствуешь просто своим организмом, что это сделано все хорошо и правильно. Также интерьер, сделанный по вашим меркам, сделанный профессионалами, вы будете чувствовать всем телом. Но все можно испортить какими-то деталями. Ну, не испортить, а, скажем так, снизить ценность. И поэтому мы настроены на то, чтобы продолжать заказчика консультировать во время его покупок, во время его выбора тех или иных аксессуаров, вплоть до посуды. Ну, например, как это может быть, да? Вы приезжаете в магазин за сервизом кухонным, смотрите, выбираете между двумя вариантами сервиза, там, черненький и беленький, к примеру, или там зелененький и красненький. Фотографируйте, присылаете вашему участковому дизайнеру, ну, то есть мне, например. И на WhatsApp присылайте, говорите, Владимир, вот что посоветуете? Что подойдет нашему интерьеру? Я говорю, однозначно там первый вариант, потому что и потому-то и так. Они говорят, вот спасибо. Все. Мне это не сложно, а для результата это очень хорошо.
и ваш интерьер, он будет всегда как с иголочки одет, нарядный, модный, молодежный, приятный. Вот. А я буду радоваться тому, что мой интерьер живет и приносит удовольствие. Вкратце я рассказал, хотя заняло много времени, рассказал о том, как наша работа, из чего состоит. Сейчас я хочу поговорить по поводу разных пакетов наших услуг. То, что я описал это ранее, это то, как идеально строятся работы, все необходимые этапы, чтобы максимального добиться результата. Но бюджет часто бывает ограничен. Не всегда заказчик сразу на берегу понимает весь набор услуг, который ему нужен и понадобится. От дизайнера для этого нужен опыт взаимодействия с дизайнерами, опыт ремонтов, негативный, позитивный, разный опыт, чтобы сформировать какой-то набор услуг, которые он закажет дизайнеру. Он может довериться дизайнеру, его опыту и спросить, да, в моем случае, что потребуется. И дизайнер, конечно, ему ответит. Но бывает, что доверия еще недостаточно, понимания недостаточно, бюджет ограниченный, и хочется заказчику действовать по обстоятельствам и смотреть уже по мере необходимости, добирать те или иные услуги. Ну, такой, скажем так, в IT-сфере этот называется Scrum метод или Agile метод, когда мы работаем гибко и создаем услугу, скажем так, на ходу. Это тоже возможно. Для этого в нашей дизайн-студии было разработано несколько, скажем так, модулей, благодаря которым, как из конструктора, можно создать полностью здание всей полноценной услуги. И вот я хотел бы про эти модули поговорить. Самый свежий, самый последний и очень ценный и важный модуль, который мы разработали, это помощь в подборе квартиры перед покупкой. И ценность очень трудно переоценить этой услуги, потому что кто лучше всех разбирается в этом вопросе? Не агент недвижимости, не строитель, а именно дизайнер интерьера. Он видит картину в целом. Ему потом с этой квартирой работать, устранять ее недостатки. Ведь работа дизайнера во многом заключается в исправлении недостатков существующего здания и существующего объекта недвижимости. То есть проектирование, по сути дела, дизайн проектирования — это устранение недостатков и приведение к какому-то идеалу. Вот. И кто, как не дизайнер, может оценить, сколько этих недостатков, какой потенциал. То есть раскрыть потенциал недвижимости ему еще предстоит. Но он должен увидеть заранее он может увидеть заранее этот потенциал, его оценить и подсказать заказчику. Это же здорово, если вы выбираете из 2 квартир и не можете представить, какие помещения можно поместить в этой квартире, влезут ли все помещения, разместится ли вся мебель, можно ли впихнуть вообще все ваши пожелания в эту квартиру, или чем-то придется пожертвовать. А как можно перепланировать эту квартиру, а какие есть возможности, а какие коммуникации можно перенести, а какие нельзя. А достаточны ли это площади, объем, высота потолка, все ли характеристики достаточны. Инженерные коммуникации тоже оценить, в нужном месте, в подходящем, в удобном ли месте находятся эти коммуникации, стояки, к примеру, канализационные. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот для меня это просто очевидное решение перед покупкой квартиры проконсультироваться с дизайнерами. Это стоит недорого. И я в ссылке к этому видео оставлю кейс и ссылку на статью, где мы осуществляем эту услугу и сравниваем между 2 квартирами большой площади, 2 уровнями. Это сложная ситуация. В общем-то, для нас
эта услуга заняла 4 дня, то есть мы делали это 4 дня, а заказчик смог принять решение, и цена этого решения была 9 миллионов рублей. А стоимость этой услуги он получил потом назад. Мы вернули ему деньги после того, как он нам заказал полный дизайн-проект. И как раз для нас плюсом является то, что мы смогли сделать такой тест-драйв, проверочку. То есть заказчик посмотрел на нас в работе, понял ценность нашей компетенции, ценность нашего профессионализма, что мы можем решать такие задачи, можем их качественно, оперативно решать. Он увидел, ему понравилось с нами работать, и он захотел работать с нами дальше. Мы получили большой, интересный заказ, а заказчик бесплатно получил очень ценную для себя услугу и удостоверился в том, что он совершил правильный выбор. Вот такую услугу я всем рекомендую, если вы серьезно относитесь к выбору именно объекта недвижимости, если вы не хотите совершить ошибку, не хотите поставить для какого-то дизайнера неразрешимую задачу в исправлении каких-то недостатков, потому что не все можно впихнуть. Есть невпихуемое, то, что нельзя впихнуть. Законы физики нельзя нарушить, и квартира не резиновая, и надо правильно ее оценить, ее потенциал, и раскрыть этот потенциал. Вот. Это первое, о чем я хотел сказать. Потом второе. Те этапы, которые я вам рассказал, их можно тоже нарезать каким угодно образом. Например, мы часто в качестве первого шага и отдельные услуги предлагаем заказчику заказать нам планировочное решение. Что в себя включает этот модуль? Он включает в себя обмеры, составление технического задания и несколько вариантов планировочного решения. Планировочное решение заказчик видит в том числе и в виде трехмерной модели, но в белом цвете. Там нет отделки, но все равно очень наглядно. Также мы записываем видео. Плюс к этой планировке прилагается небольшая ведомость с объемами отделки. Ну, то есть с объемами стен, площадью пола. То есть, в общем-то, это гораздо лучше, чем иметь чертеж от застройщика или план БТИ. Это позволяет дальше профессионально работать, переходить к следующим этапам, посчитать материал. И в этой услуге планировочное решение можно добавить кладочный план и план демонтажа. И вот уже с этим чертежом можно обратиться к строителям, и они сделают перепланировку. Можно обратиться к специалисту по согласованию перепланировок, он сделает проект перепланировки, согласует ее, и вот вы уже вместо планировки от застройщика получаете планировку, которая сделана по вашим индивидуальным требованиям, как раз под вас. Следующий модуль – это форпроект. Что такое форпроект? Это такой необходимый минимум. То есть с него тоже как тест-драйв можно всегда начать. И он обладает достаточно серьезной большой ценностью. В него не входит визуализация, в него не входит комплектация, в него не входят чертежи такие, как развертки по стенам, план потолка, план пола. Но, тем не менее, для людей, кто приобретает новое жилье и получает его в виде черновой отделки или чистовой, где вместо устраивающей его планировки какие-то блоки выложены на полу, и непонятно, удобно этим пользоваться, неудобно, а розетки выведены по минимуму всегда от застройщика. То есть это жилье, в котором комфортно жить нельзя. Даже квартиры, которые в премиум, не в премиум, а в бизнес-сегменте, да, сдаются от застройщика, в них комфортно жить нельзя, их надо дорабатывать. И это вот необходимый минимум, это форпроект, это технический проект,
который позволяет доработать ваш интерьер до состояния удобного жилья. Там не будет эстетики, не будет дизайна, не будет декора. Это все нужно делать в дальнейшем, на следующих шагах. Но уже будет какая-то коробка, уже будут стены, уже будут розетки-выключатели согласно сценариям освещения, которыми удобно пользоваться. Удобно расположено будет. Технически грамотный проект. Все будет удобно, всем будет удобно пользоваться. И в такой квартире уже можно комфортно жить. Она, конечно, не закрывает все человеческие потребности там, в эстетике, в комфорте и так далее, но ценностей там достаточно много. И с этого можно начать, а потом доработать до дизайна, как многие наши клиенты и делают. Хорошо этот форпроект работает для коммерческой недвижимости, для проектирования офисов, каких-то медицинских центров, парикмахерских и так далее, и так далее. В общем-то, он хорошо подходит там, где, если это все в таком не премиум сегменте, да, то главное сделать хороший каркас. Это как каркас, как скелет, основа, без лишнего красоты и декорирования, да, это такая база, белая такая база, которая уже, в общем-то, сделана грамотно и профессионально. Следующий модуль – это чисто сам дизайн-проект. Он тоже полноценный продукт, им можно пользоваться. Он не включает в себя комплектацию, он не включает в себя авторский надзор, он не включает в себя менеджмент. Это просто проект, визуализация, чертежи для строителей и минимальная ведомость по отделке. То есть она не детализирована, там не прописаны цены, там не прописаны поставщики, там посчитаны все объемы. Вот это такой минимальный дизайн-проект. И по цене он достаточно конкурентоспособен и доступен. И для опытного заказчика, который уже сталкивался с комплектацией, который может сам вести авторский надзор, в общем-то, он подходит. И я знаю это по своему опыту, потому что нам часто его заказывали. Такой минимальный продукт. Так. А сейчас я хотел бы рассказать о нас и о наших преимуществах. Я по образованию дизайнер интерьера. И первый свой объект я построил в 2001 году. На этом, именно как дизайнер, как профессионал, я не говорю про квартиру, которую я для родителей, для нашей семьи тоже организовывал стройку, контролировал эту стройку и придумывал дизайн, но это я делал уже будучи студентом архитектурной академии, да, это не в счет. Но первый объект я профессиональный, это был бутик английской одежды, Николь Фари, Акваскутум. Я в Екатеринбурге его построил в 2001 году, осуществлял там целый год авторский надзор, вел этот надзор каждый день. И с этого момента я больше 200 объектов провел авторского надзора до сегодняшнего времени. Я руководитель дизайн-студии, учредитель ее. Второй учредитель Ольга Завада, она архитектор, у которой стаж 17 лет именно в дизайне интерьера. Учились мы с ней у одного преподавателя, архитектора, учились своей профессии. И практиковали саму дизайн-студию мы учредили в 2005 году. И стали услуги оказывать с 2005 года как уже организация, как дизайн-студия. И 17 лет работаем, и больше 300 объектов через наши руки прошли. Большое количество постоянных клиентов наработали, которые уже больше 7 лет к нам
обращается регулярно с каждым новым объектом недвижимости, с редизайном. Вот на днях буквально Ольги попросили поменять цвет стен в доме, который мы делали где-то в 2008 что ли году. Ну, примерно где-то в тех годах. Вот. То есть уже этот объект нуждается в редизайне. И таких случаев было очень много. Вот. У нас проекты все архивы сохраняются, нам легко к ним вернуться. Мы их помним хорошо, эти все объекты, и всегда можем сделать редизайн. Мы ценим наших постоянных клиентов, они стали практически нашими друзьями, родственниками. Нам комфортно и хорошо с ними работать. И хотим, чтобы все наши клиенты такими были. Это вот первое преимущество, это наш опыт. Но всегда возникает вопрос, если вы такие опытные, вы работаете 20 лет, до этого я 8 лет учился, еще 20 лет работал, если ты 28 лет этим занимаешься, то ты, наверное, уже не фрешмен, ты уже, наверное, не модный дизайнер, не свежий, молодой, дерзкий дизайнер. Я скажу, да, конечно, я не свежий, молодой и дерзкий дизайнер, но я работаю с такими дизайнерами, они в моей команде, и я ими управляю, я их корректирую, направляю. И, в общем-то, у нас хорошо с ними получается общаться, и я им даю зеленый свет, и не боюсь экспериментировать, не боюсь сложностей. Я тоже люблю молодых, свежих, дерзких дизайнеров, но их надо направлять, их нужно вылавливать, отлавливать ошибки, надо компенсировать недостаток их опыта, и я это умею делать. И я приглашаю свою дизайн-студию, и сейчас, пользуясь случаем, приглашаю молодых дизайнеров амбициозных, которые хотят делать классный дизайн, но которым нужна вот техническая база, поддержка опытных людей, которые собаку съели на стройке, и которые про эту профессию очень многое знают. И прошли и огонь, и воду, и медные водопроводные трубы. Вот. Так что не надо бояться опытных дизайнеров, потому что мы тоже, как и вы, любим модные, хорошие интерьеры. Мы следим за тенденциями, смотрим новинки и поощряем и поддерживаем молодых дизайнеров. Они в нашей команде есть, мы с ними работаем. И мы не бронзовеем, и мы учимся новому каждый день, и осваиваем новые технологии, не стоим на месте. Аэропитографы, кульманы отложены в сторону, сейчас BIM-проектирование, Agile методы и так далее. Все современные тенденции используем, все технологии используем, и будем продолжать этим пользоваться. Вот. Дальше, какие у нас еще преимущества? Это главное наше преимущество, которое отмечают наши клиенты, это системность. То есть мы проработали четкую, хорошо работающую, безотказную систему, этапы работ, то есть это такая водопадная система с определенными этапами, но с какими-то элементами, где есть гибкость, где есть возможность подключать разные модули, разную вариативность и уходить в какие-то варианты. Вот. И мы можем провести заказчика по этому пути, понятному, хорошо продуманному, освещенному, проверенному пути заказчика к прогнозируемому идеальному результату. Мы эту систему совершенствовали все эти 17 лет. Мы писали, продумывали стандарты, продумывали технологии, работали над ошибками, записывали все ошибки, отрабатывали технологические цепочки, искали лучших партнеров, поставщиков, смежников. И я считаю, что у нас получился хороший, ценный продукт по выгодной конкурентной цене. То есть если сравнивать нас с такими же мастодонтами, как мы, у которых опыт работы больше 15 лет в этом бизнесе, наша цена, в общем-то, очень приятная. Если сравнивать нас с выпускниками, студентами архитектурных вузов, конечно,
покажется, что дороговато. Но за что вы платите? Вы платите за то, что риски снижены, что результат предсказуем, что не будет обидных ошибок, которые свойственны новичкам. И за комфортное общение на высоком уровне. Приятнее общаться с человеком, который компетентен, который профессионал, с экспертом приятнее общаться, который последние 17 лет только и делал, что общался с заказчиками. Мы, как дизайнеры, понимаем хорошо нашу целевую аудиторию и хотим донести до вас то, что мы это хорошо понимаем. Прежде всего, это те работы, которые выложены на нашем сайте. Мы стараемся выкладывать модные современные интерьеры. Мы нашу аудиторию видим людей, которые или наши ровесники, или младше нас. То есть это аудитория от 30 до 40 лет примерно. Ну, может, даже от 25 до 40 лет. Это молодые люди, для которых действительно потребность в качественной, эстетичной жизни – это не пустой звук, которые допились уже определенного уровня, определенного статуса, и в этой пирамиде потребностей они уже достигли вершин. И сейчас они хотят свое жилье привести до соответствующего уровня. И мы в этом им поможем. Поможем выйти на следующий уровень жизни, познакомиться с комфортом, познакомиться с дизайном, с эстетикой, который очень сильно влияет на самоощущение, на качество жизни. Какие еще наши плюсы? Я считаю, что сильная наша сторона – это планировочное решение. Мы просто очень хорошо набили руку. У нас отличные, получаются, планировки. Очень продуманные, очень качественные. Как мне говорил преподаватель мой, вы научитесь планировки делать после того, как 200 штук сделаете. Я тогда подумал, это уже очень много, 200 штук сделать планировок. Сейчас мы, наверное, каждый из нас перевалили там уже за 1000 штук планировок. И я теперь могу с уверенностью сказать, что я, в общем-то, их как орешки щелкаю, я их очень хорошо умею делать и понимаю, как их делать. То есть это наша сильная сторона, планировочное решение, однозначно. Потом, следующая наша сильная сторона – это насмотренность. Может быть, непонятно это слово «насмотренность». Попытаюсь объяснить. У меня тоже про насмотренность есть видео, я тоже ссылки оставлю, ссылку на это видео. Насмотренность – это, с моей точки зрения, это что такое? Это когда ты сделал проект, реализовал его и потом посмотрел, что получилось. И мыслительную внутреннюю работу провел. А все ли я сделал правильно? Оценил, сделал какую-то интеллектуальную работу над этим. Это то, когда тебе твои дизайнеры присылают визуализацию, ты пропускаешь ее через себя, этот дизайн, вносишь корректировки, потом смотришь, какие получились корректировки, отсылаешь заказчику, получаешь обратную связь и тоже делаешь выводы. Вот эта визуальная информация, которая нами переработана, которая нами осмыслена, которая прошла через нас, это и есть наш визуальный опыт, это насмотренность. И это делает нас именно профессиональными дизайнерами, потому что мы сразу, наш мозг, наши нейросети, они учатся видеть хороший дизайн, видеть плохой дизайн, быстро находить то, чего не хватает до хорошего дизайна, видеть причины плохого дизайна. Вот это наше преимущество. То, сколько мы видели хороших, плохих дизайнов, сколько мы о них думали. Вот. Следующее наше преимущество – это грамотная работа с освещением. Вот
На светодизайне многие срезаются, потому что любой, как мне говорил преподаватель мой по проектированию, он говорил, что освещением можно уже 50% дизайна сделать, если не больше. Или архитектура, это уже не важно. То есть от освещения зависит практически все. Если источники освещения искажают цвет, то все, что заложил дизайнер в проекте, все, что он подразумевал, оно и обесценивается, потому что цвета воспринимаются уже не так. Индексы цветопередачи и прочие характеристики светильника, такие как световой поток, мерцание и так далее, рассеивание, отражение света. То есть проектирование освещения кардинальным образом влияет и на качество дизайна интерьера, и на качество жизни. И мы ни один наш проект не оставляем без внимания к этому контексту. Понимая, как это работает, понимая важность и ценность, мы всегда рассчитываем освещение, мы контролируем светотехнические характеристики, потому что обидно, когда большая, ценная, дорогостоящая интеллектуальная работа обесценена просто неправильным выбором источников освещения или неправильным расположением источников освещения. Не знаю, насколько заказчики понимают, насколько вы понимаете важность этого вопроса. Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Но для меня это неоспоримый, неочевидный и абсолютно неоспоримый, очевидный момент. Освещение должно быть грамотно спроектировано. Точка. Я уже говорил о системности нашего подхода. Да? То есть если на каждом уровне проект сделан профессионально, если каждый этап цепочки создания ценности проработан, стандартизирован, обкатан, да, результат получается максимальным. Заказчик получает абсолютно прогнозируемый, качественный продукт, с которым могут работать любые смежники, любые строители. Можно отдать этот проект на, скажем, на авторский надзор или технический надзор любому специалисту, ему будет все понятно, он признает этот проект как качественный, хороший, как точку отсчета. Наш дизайн-проект, он тоже проектировался с точки зрения дизайна, и он проектировался для того, чтобы им пользовались разные люди. То есть, создавая дизайн нашего дизайн-проекта, мы думали об удобстве разных смежников, строителей, плиточников, маляров, сметчиков, комплектаторов, поставщиков. Мы подумали о всех, но в первую очередь думали о заказчике, о том, чтобы в нашем альбоме чертежей не было ничего лишнего, за что бы ему пришлось переплачивать, чтобы это был оптимальный рецепт для решения как раз его задач. Один из наших главных постулатов, то, что мы считаем ценным, это честность и прозрачность. Понимая, что вся наша работа невозможна без доверия, мы стараемся это доверие завоевывать, удерживать и оправдывать. И поэтому мы работаем прозрачно, у нас нету никаких в нашей работе недомолвок, серых схем. Мы заказчику рассказываем весь маршрут со всеми деталями и все проговариваем. Стараемся поддерживать максимальную коммуникацию. Когда мы осуществляем авторский надзор, первую задачу, которую я ставлю перед собой, это наладить коммуникацию со всеми исполнителями работ. С каждым человеком на стройке у меня должна быть хорошая коммуникация. Конечно, в основном я коммуницирую, разговариваю и обсуждаю проблемы в проекте или вопросы в проекте или проблемы на стройке. Я обсуждаю с прорабом.
Но иногда бывает так, что нет прораба на месте. И мне надо получить от строителей информацию, что сдерживает их работу, что им мне главное понять, что им мешает сделать хорошо работу, что их сдерживает, что им нужно, да, чтобы эту потребность их закрыть с помощью организационных всяких методов. Да? Потому что не секрет, что не все строители, они хорошие коммуникаторы, не все умеют общаться и с заказчиком, и с дизайнером, и друг с другом. Им трудно поддерживать высокий уровень коммуникации и даже просто добиваться того, что им нужно. Например, сдерживает плиточника то, что у него не хватает каких-нибудь крестиков элементарных, или затирки не хватает, или шпателя какого-нибудь не хватает. Из-за этого работа стоит и задерживает другие этапы. И он просто думает, я не знаю, я стесняюсь сказать это прорабу, у него много дел, он начнет что-то, деньги не выделит или еще что-то. И, в общем, я подожду, потом у кого-то попрошу, когда придет этот другой специалист, в общем, как-то решу сам этот вопрос. И это все затягивается. Из-за таких мелочей скатывается такой большой клубок проблем и временных издержек. И хороший организатор, он такие вещи будет отслеживать на месте, на стройке будет узнавать, у кого какие вопросы, кого что сдерживает, кому что непонятно. Чтобы механизм надо смазывать, чтобы он работал как часы. А для этого надо хорошо его знать. И поэтому авторским надзором должен заниматься специалист, профессионал. Это я говорил про прозрачность. Честность и прозрачность, она помогает доверию, помогает коммуникации. Мы это ценим, мы стараемся вести себя открыто, честно, прозрачно, проговаривать все моменты. И в ответ мы получаем доверие наших клиентов. Про плюсы. Один из главных наших плюсов — это то, что мы умеем работать быстро. Мы настолько заточили нашу систему, отладили, что делаем сейчас, в 2021 году, проекты в 3-4 раза быстрее, чем мы делали 2, 3, 4 года назад. Например, последний проект, 350 квадратных метров квартиру, весь проект мы сделали за 70 дней с подробной сметой и ведомостью отделочных материалов, с полным дизайн-проектом, с комплектацией. То есть полностью весь проект под ключ, по которому можно строить, мы сделали за 70 дней. Правда, после этого нам пришлось вносить некоторые корректировки, связанные с вентиляцией, но это, по сути дела, заняло 2 недели. Это внесение правок, потому что поменялись расположение воздуховодов. Но проект 350 метров за 70 дней — это рекордный срок. До этого у нас был рекорд, когда мы полностью сделали дизайн-проект и ремонт квартиры 120 метров за 3 месяца. То есть это до этого был прошлый рекорд. И мы действовали, в общем-то, по примерно такой же схеме, как и сейчас. Но там заказчик был очень сильно мотивирован на то, чтобы сделать быстро. У него не было другого выхода. И поэтому все были настроены на скорость, все были настроены на максимальное вовлечение. И ценник нашей работы был двойной. То есть это предложил заказчик, мы по двойному ценнику работали. Я на каждый день появлялся на стройке и полностью менеджментом стройки занимался. То есть мы умеем быстро работать без потери качества. Мы знаем, как оптимизировать эту работу. Что касается стройки, конечно, тут быстро работать можно только с высокоорганизованными строителями, которые
опытные, которые понимают, какие можно запараллеливать этапы строительства, какие ни в коем случае нельзя запараллеливать. Со стройкой это немножко сложнее, организовать быструю работу, чтобы это не превратилось в беспорядок и не сказалось на качестве. А в плане проектирования работу можно существенно оптимизировать, и мы знаем, как это делать. Вот, тогда я сейчас перечислю наши плюсы, подытожу. Первое – это скорость, ориентировочная такая расчетная скорость – это от 3 до 5 квадратных метров проекта в день. Второй пункт – подбираем все, вплоть до посуды, вазочек, все под ключ, делаем полную подборку. Нет, в дизайне для нас мелочей не существует. Третье. Рассчитываем освещение. Четвертое. Мы точно прицеливаемся на этапе предпроектной работы, на коллажах, и тем самым мы бережем нервы и время заказчиков на этапе визуализации. И тем самым мы аккумулируем к нам доверие, потому что когда визуализация согласовывается с первого раза, когда клиент сразу видит картинку, которая ему нравится, он чувствует, что дизайнер его слышит, и у него есть к дизайнеру доверие. Если дизайнер раз за разом присылает что-то, что вызывает негативные эмоции у заказчика, то отношения подрываются, и дальше на этом фундаменте строить профессиональные отношения очень сложно. Ко мне обращалось много заказчиков, которые засомневались в своих участковых дизайнеров. Мне присылали визуализацию, говорили, вот мы думаем о том, чтобы поменять дизайнеров. Нам не нравится то, что они присылают нам какие картинки. Мы вносим замечания, мы пишем, что нам не нравится, они опять присылают то, что нам не нравится, мы уже замучились, уже кучу времени потеряли. И мы задумываемся о том, чтобы поменять своего дизайнера. И у меня тут срабатывает профессиональная этика. Я не хочу топить других дизайнеров. Я не хочу вырывать у них этот заказ из клюва, понимая, как сложно это все, какой они сложный путь проделали. Но я пытаюсь все равно заказчику помочь. Я говорю, пришлите мне то, что вам присылают дизайнеры. Я постараюсь разобраться, в чем конкретно произошел сбой, почему проблема такая оказалась. И часто оказывается, что проблема не в дизайнерах вовсе, не в том, что они плохие дизайнеры. Бывает, что это суперопытные дизайнеры, которые даже опытнее, чем я, с большим опытом и с такими серьезными крупными объектами, но они попали в просак из-за того, что они в состав проекта не включили, допустим, фотореалистичную визуализацию и пытаются продать свои идеи заказчику с помощью коллажей или какой-то некачественной слабой визуализации. То есть идеи у них профессиональные, результат бы получился профессиональный, отличный, но донести до заказчика этот результат они не смогли. Они не смогли найти способ диалога такой с клиентом, достучаться до него, чтобы передать ему ценность своих идей. Ценность нашей работы в том, что мы заказчику не травмируем некачественной визуализацией и не доводим ситуацию до такой негативной реакции. Понимаю, насколько это волнительно и тревожно для заказчика. Вот у меня в практике был такой случай, когда мы тут уже попали в просак, совершили ошибку и прислали заказчице сырой. На самом деле мы поспешили, захотели соблюсти договоренности по срокам, и сырой вариант по визуализации прислали, где на кухонном гарнитуре были золотые ручки. Для заказчицы это был просто негативный триггер. То есть для нее она восприняла эти золотые аксессуары как личное оскорбление. И она записала звуковое обращение ко мне, где полчаса изливала мне
передавала мне свои негативные чувства. Вот, я сделал вывод, да, мне тяжело было это воспринимать, мне испортилось настроение, было грустно. Я это несколько раз переслушал, дал переслушать дизайнеру, который мне прислал эти картинки с золотыми ручками. Вот. На самом деле, с точки зрения дизайнера, там никакой крамолы, какого-то чего-то жуткого не было. Но золотые ручки — это 1% из всего дизайна. Это такая вещь, которая легко корректируется, и там она вписывалась, и все было хорошо. Просто для заказчика это была красная тряпка. И то, что мы поспешили и не учли этот момент, не отследили, это была наша ошибка. И стараемся теперь, с того момента, стараемся очень внимательно к этому относиться, не присылать то, что может такую реакцию. И, конечно, мы быстро исправились, извинились, выяснили отношения и, в общем-то, на позитиве этот проект завершили, и заказчица довольна, и все здорово, замечательно. Но вот это такие моменты, они бывают в нашей практике, до сих пор случаются. Так, это мы говорили о том, что мы точно прицеливаемся на предпроектной работе для того, чтобы получить максимальный результат, чтобы комфортно было нашему клиенту, чтобы не было негативных эмоций у клиента. Потому что дизайн, он дарит эмоции, он дарит счастье. И зачем это счастье забирать у заказчика на этапе проектирования? Счастье должно быть непрерывным. Вот. Следующее наше преимущество. Несмотря на наш большой опыт, мы продолжаем делать модные интерьеры. И мы специализируемся на современных, модных интерьерах. Но опыт нас учит тому, что модный интерьер должен быть неустаревающим. Модный интерьер должен легко поддаваться редизайну. Если вы используете сейчас в интерьере модную плитку на стенах санузла, то имейте в виду, что через 10 лет он будет наивным выглядеть и будет понятно, когда последний раз делался ремонт. Эта плитка выйдет из моды, будет выглядеть странно, несуразно или как в лучшем случае, как историческое наследие о прошедшей эпохе. Вот. Мы стремимся делать хитрые, модные интерьеры, которые не устаревают, потому что мода должна проявляться в таких деталях, которые легко потом заменить. Плитку со стен убрать сложно, кухонный гарнитур заказать новый сложно, дорого, поэтому мода должна проявляться в каких-то других деталях и должна долго оставаться актуальной. Вот. Потом мы все-таки, даже когда нам заказывают минимальный пакет услуг, мы все равно занимаемся менеджментом процесса и проектирования, и процесса строительства. Мы проверяем сметы, мы проверяем счета, да, мы стараемся уберечь заказчика от ошибок, даже если заказчик не заказал нам комплексную всю услугу, потому что мы работаем на результат, нам результат не безразличен. Мы вас всех призываем, наших будущих клиентов, заказывать нам полный комплексный набор наших услуг, чтобы мы максимально показали себя и смогли вам помочь максимально, и ценность нашей услуги была большой. Но даже если вы заказываете нам просто планировочное решение, мы вас не бросим, мы будем вас консультировать, мы будем вам помогать. Будем вести вас все равно до результата. Вот. Потом наш следующий плюс — это то, что у нас прозрачная комплектация. Мы честно, прозрачно договариваемся о том, какое ценообразование у тех объектов интерьера, которые мы комплектуем, которые у нас в ведомости, из чего складывается цена, какой процент скидки получает заказчик, из чего эта скидка составлена, да? Где скидка за количество, где скидка дизайнерская.
мы стараемся быть максимально открытыми, прозрачными, чтобы не потерять доверие клиента, и чтобы клиент нам заказывал эту услугу, чтобы он не боялся заказывать нам комплектацию. Мы открыто, честно все вопросы обсуждаем, показываем и даем возможность проверить нас. Нас рекомендуют заказчики, и вы можете на нашем сайте или на нашем инстаграме послушать рекомендации, отзывы наших звездных, известных заказчиков, селебрити, и наших заказчиков, которые только предстоит стать звездами селебрити. Тех, у которых все впереди, тоже их отзывы тоже можно и на нашем сайте почитать и так далее. Эти отзывы настоящие, это не нарисованные отзывы. Ну, и, в общем-то, это видно, если вы их почитаете, послушаете, вы поймете, что как бы это все настоящее. И вас тоже, наших будущих клиентов, очень сильно просим и призываем все-таки давать обратную связь и записывать отзывы о нашей работе. Это нам очень помогает. Это прямо то, без чего мы не можем обходиться. Потому что ваша обратная связь, цена даже нам не для того, чтобы получить новых клиентов, а для того, чтобы понять свою целевую аудиторию, понять боли клиентов, понять, какие услуги нам надо дорабатывать, как совершенствовать наш продукт, чего, может быть, не хватает, или в чем ценность, которую надо усилить. Отзывы — это вот прямо очень важно. Рекомендуйте нас друзьям, знакомым, оставляйте отзывы, видеоотзывы. За эти отзывы мы тоже вам отплатим добром, тоже окажем какую-то бесплатную консультацию, чем-то поможем, посоветуем, подскажем, что-то сделаем для вас бесплатно, потому что на добро всегда отвечаем добром. Вот, собственно, те преимущества, которые, мне кажутся, на сегодняшний день самыми важными. О остальных преимуществах вы можете прочитать в отзывах о нашей работе. И есть у нас на сайте целая статья, сайт www.neolux.ru. Тоже ссылка будет в описании. Там наши преимущества четко, тезисно описаны. Если вы были нашим клиентом и знаете о каких-то преимуществах, которых я забыл упомянуть, пожалуйста, напишите в комментариях. Запишу еще одно новое видео и о них расскажу. Все. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Если вопросы какие-то остались, пишите нам в соцсетях. Ссылки на соцсети тоже будут. Или пишите вопросы под этим видео. Смотрите на наш сайт. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал. Подписывайтесь на нас в Instagram, задавайте вопросы, пишите. С удовольствием будем общаться. Консультируйтесь. В общем-то, небольшие консультации какие-то мы можем и бесплатно оказать. Или первые консультации, если вы собираетесь заказывать нам дальше проект, мы вас проконсультируем бесплатно. Присылайте нам планировки квартир, которые вы собираетесь купить или только что купили. Будем обсуждать, советовать что-то. Большое спасибо. Всего хорошего. До свидания.